Сегодня мы будем готовить известный всем открытый французский пирог под названием киш. И самый популярный киш – это киш Лорен, так называемый лотаринский пирог, начинкой которого служит жареная грудинка или бекон. Но сегодня уже появилось море различных вариантов киша. Это киши чисто из овощей, это мясные, куриные, из морепродуктов. А помнишь, даже мы были в городе Тулуза, где было кафе, меню которого составляли только киши. И их там было много. Но мы, конечно, все готовить не будем. Мы сегодня приготовим два варианта киша, которые, наши самые любимые. Это киш из лосося со шпинатом и киш с курицей и грибами. Основные базовые вещи киша – это две. Основа из песочного теста и сливочно-яичная заливка. Да, а все остальное, то, что между основой и заливкой, да, можете класть все, что у вас есть дома. Между основой и заливкой – это ваши предпочтения и ваши фантазии. Как в итальянской пицце. Да. Готовить будем вот в таких разъемных формах. Двух, они у нас две одинаковые, очень удобно потом киш будет вытаскивать. Они небольшие, 20 сантиметров в диаметре, но зато помещаются одновременно на противень, и поэтому мы можем сразу два киша приготовить, что мы и сделаем. Приступим? Поехали. Первый этап приготовления нашего песочного теста. Сначала надо просеять муку. Добавляем немного сахара, соли и перемешаем все сухие продукты. Теперь добавляем нарезанное кусочками охлажденное сливочное масло. Начинаем растирать масло с мукой, чтобы у нас получилась однородная сыпучая мелкая крошка. Теперь в тесто можно добавить 60 грамм очень холодной воды и замесить тесто. Как только тесто соберется в комок, вытаскиваем его и продолжаем месить на столе. Поскольку мы делаем два киша, мы делим наше тесто пополам. Скатываем два шарика. Делаем из них плоские лепешки. Заворачиваем каждую лепешку в пищевую пленку и убираем в холодильник как минимум на час, а лучше часов на 12. Мы достали наши заготовки из холодильника, теперь их надо раскатать по размеру наших форм. А можно я раскатаю? А ты справишься? Ну, проверим. Да? У меня рука не подведет меня. Ну, давай попробуем. Давай. Раскатывай. Немного разомнем нашу лепешечку и начнем раскатывать. Песочное тесто очень пластичное и удобное в работе. Я его очень люблю. Вот примерно такую лепешку мы раскатали, чтобы хватило на нашу форму. Как только мы тесто раскатали нужного диаметра для нашей формы, мы его аккуратненько складываем и переносим на нашу форму. Аккуратно распределяем тесто по поверхности формы, обращая внимание на углы, чтобы здесь не было излишков теста, чтобы в готовом нашем кише вот эти углы не были очень толстыми. Если образуются излишки теста, то их можно удалить. То же самое проделываем и со второй заготовкой. Раскатываем, укладываем в форму, выравниваем и отправляем обе формы в холодильник минут на 15. Минут через 15 достаем первую формочку из холодильника, накалываем дно вилкой, берем бумагу для выпечки и засыпаем любым грузом. В нашем случае это горох. Можно взять фасоль, рис, любую крупу. То же самое проделаем и со второй формой. Положили бумажку и насыпали горох.
Кладем наши формы на противень. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 15. Это делается для того, чтобы основа киши была хрустящей. Дадим им немножко подостыть, потом вытащим наш горох. Вот видите, краешки нашей основы для киши уже подрумянились. Готовы для того, чтобы мы заложили туда начинку. Теперь приступаем ко второму этапу приготовления начинки. Как мы и сказали, мы будем делать два киша. Для одного мы взяли филе куриных бедрышек, грибы, обычные шампиньоны, можно использовать любые другие грибы. Значит, красивенькие, да, согласен. Сыр эмменталь. И у нас дома были вяленые томаты и печеные перцы, которые мы тоже решили немножко добавить для вкуса. По второму кишу все гораздо проще. Нам понадобится кусок лосося свежего, сыр моцарелла и шпинат. Ну что, приступим к приготовлению начинки? Да. Поехали. Курицу нарезаем на небольшие кусочки. Все жилки и лишние кусочки жира убираем. Вот такие маленькие кусочки у нас должны получиться. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем кусочки курицы. Курочку слегка подсолим и поперчим. Все, курочка готова. Нарежем грибы на мелкие кусочки, чтобы прижарить их на сковородке. В ту же сковородку, где жарили курочку, добавляем грибы. Обжариваем грибочки буквально несколько минут. Перекладываем грибочки в отдельную емкость. Со второй начинкой все проще. Нам надо слегка притушить шпинат. Для этого в сковороду кладем 15 грамм сливочного масла и растапливаем его. Растапливаем масло и закидываем в сковородку шпинат. Добавляем пол чайной ложки соли и начинаем помешивать. Мы не нарезали шпинат, поскольку взяли шпинат бейби. Если вы возьмете шпинат с более крупными листиками, то его надо слегка подрезать. Рыбу нарезаем на небольшие кубики. Вот примерно на такие. Приступаем к третьему этапу приготовления заливки для нашего киша. Для наших двух киш. Уточнение принимается. Поэтому нам понадобится 5 яиц, 250 грамм сливок, ну и немножко специй. Соль, перец и мускатный орех. Начинаем? Начинаем. Слегка их размешиваем. Наливаем сливки. Добавляем соль, перец и мускатный орех. И все аккуратно размешиваем. Заливка готова. Итак, последний, самый важный этап. Нам надо собрать наши киши. Ты занимаешься Рыбой? я занимаюсь курочкой. Окей. Начинаем выкладывать все на дно нашей формы. Кладем рыбку в один слой. И ты рассказывай про свою курочку. Мы кладем курочку в один слой. Я к курочке начинаю выкладывать грибочки наши. А я к рыбке добавляю наш тушеный шпинатик.
заполняем пустоту. Так, ну у меня посложнее, потому что у меня ингредиентов больше. Вы помните, мы говорили про запеченный перец? Вяленые помидоры. Сколько здесь грамм сыра? Здесь 75 грамм. 75. 50 Значит, грамм. 50 грамм я буду сыпать поверх рыбы со шпинатом. 25 грамм оставлю. Как говорят знатоки, раньше в киш сыр не клали. Ну как же можно обойтись без сыра? Ну такой вкус. Но у нас разные сыры. Да, у меня эмменталь, у тебя моцарелла. У меня моцарелла. А почему мы так сделали? Просто для разнообразия. Какой у вас есть сыр, такой кладите. Так, Так, все, теперь можно заливать. теперь можно заливать. Окей. У нас тут 400 грамм заливки. Тебе половина и И мне мне. половина. Значит, наливаю 200. А теперь заливай мою. Окей. Ну Последний что, теперь- штрих. Присыпаем еще сверху сыром. Каждый своим. Да. Секретный ингредиент. Мы поверх моего киша положим грибочки, чтобы отличить один от другого, когда они будут готовы. Раз. Два. Звездочка такая из грибочка. Красота. Будем Ляпота. знать. Это киш с курицей и грибами. А остальной другой. Другой. Ну что, отправляем в Духовку. духовку. Духовка у нас разогрета до 200 градусов. Отправляем киши минут на 35-40. Ой, какие золотистые киши у нас получились. Вот киш у нас с курочкой и грибами, а этот с лососем и шпинатом. Друзья, киши наши остыли. Можно доставать из форм и пробовать. И сделаем мы это нашим традиционным способом. Давай, помогай. Так. Я буду вытаскивать свой киш с рыбой и шпинатом, а ты свой. Вот, Вот. Они очень легко вот таким образом выходят. элементарно, Ватсон. Спасибо разъемным формам. Так, ну что, нарезаем? Нарезаем. Настало время Да. попробовать. Да. Я свой любимый, курочка с грибами. А я свой. С рыбкой и со шпинатом. Какая же это вкуснятина. Божественный. Киш. Слегка хрустящая основа. Насыщенный вкус. Можно съесть все. Нет, Ну, чего у тебя еще там есть? я хотела попробовать твой, ну ладно. А вообще, это закуска или основная еда? Ну, едят его как горячим, так и холодным. Мне, например, холодный даже больше нравится. Мне тоже. Будем считать, что это Да, и закуска, и основное блюдо. Да. Один будем есть в качестве закуски, Закуски. а второй в качестве основного блюда. Точно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не бойтесь экспериментировать и фантазировать. И угощайте своих любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!